Индекс рейт, надо слушать и смотреть. Индекс рейт, the numbers resonate. Может ли биткоин переписать свой последний хай в 112 тысяч и отправиться на 140 или даже на 150 тысяч или как минимум на 120 тысяч долларов? Что для этого нужно, какие индексные показатели влияют на цену нашего криптовалютного рынка и какие события в макроэкономике также могут повлиять на ситуацию на рынке. Что предпочитают делать трейдеры сейчас и куда смотрит рынок, мы узнаем с вами в этом обзоре 9 июня 2025 года. С вами канал IndexRate, Гоша, не переключайтесь и давайте начнем. This data's great. В настоящее время на рынке преобладает жадность, находится на отметке индикатор 62, экстремальной жадности нет, поэтому потенциал для того, чтобы еще накапливаться по этому индексному показателю у нас есть. То есть мы еще глубоко в зеленую зону не зашли. Также, наверное, стоит обратить внимание на то, что происходит у нас сейчас в макроэкономике и какие события нам ожидать. Но в первую очередь, наверное, стоит сказать о том, что в среду 11 июня мы ожидаем данные по инфляции. Прогнозы немножко завышенные, по крайней мере, май месячный на 0,3, сейчас прогноз, предыдущий был 0,2. И у нас небольшой прогноз по годовому базовому индексу потребительских цен, тоже 2,9 на рост, и годовой май 2,5, в прошлый был 2,3. То есть в целом у нас только май индекса потребительских цен останется без изменения, все остальные показатели по данному, тоже, можно сказать, индексному показателю у нас сейчас прогнозируются с увеличением. Ну, в целом, наверное, если посмотреть о том, что происходит, рынок у нас американский плавно движется к покорению новых высот, сейчас 6000 по S&P, график мы сейчас посмотрим. На этой неделе представители США и Китая проведут встречу по поводу торгового взаимодействия в Лондоне. По сути, этот шаг вносит некую нотку позитива в напряженную ситуацию относительно торговой войны между США и Китаем и в целом относительно политики тарифов, которые США сейчас активно продвигает в мировой экономике. И эта новость привела к укреплению фондовых рынков, настороженность по поводу инфляции по-прежнему присутствует, ну и снижение вероятности июньской ставки Федеральной резервной системы у нас тоже есть. Посмотрите, у нас сейчас без изменений на июнь, июль также у нас остается без изменений, и первичное снижение у нас прогнозируется на сентябрь 2025 года, где ставка может упасть на 25 базисных пунктов. Вот, по сути, наверное, основное, что хотелось бы отметить. Ну и если говорить о позитиве, о том, о котором мы можем с вами предположительно сказать, это если перейти к более конкретной ситуации, ну то есть посмотреть уже непосредственно на график S&P 500, вот сейчас он перед вами открыт. Сегодня мы с вами видим больше позитивного, скажем так, на графике, чем негативного. Мы прошли через среднюю границу канала. На недельном таймфрейме у нас все экспоненциальные, среднескользящие и Машки, сетка и Мэйрибен находятся внизу. Далеко уже ушли достаточно от зоны справедливой цены недельного таймфрейма. Это нижняя граница канала и здесь 200 экспоненциальная. Все это находится здесь. Это на отметке 4812. Значит, средняя граница у нас находится здесь 50 ИМА, это 5632 сейчас показывает график цены, да, график экспоненциально среднескользящий. И мы пытаемся прорваться через медвежью зону сопротивления, вот прямо сейчас уперлись в нее, видим засвет по смарт-мани. Нижняя граница этой зоны 6000, верхняя граница 6150. Если прорыв 6147, если быть точным. Если удастся прорваться, то увидим верхнюю границу канала на отметке 6500, то о чем многие, скажем так, предполагают. По сути, сегодня восходящий канал по индексу, видим, что вышли в зону BIR, то есть в медвежью зону наверху также по индикатору Smart Money код SM. Видим, что предыдущий дневной лой прошли, он у нас в поддержке находится на недельке. В целом все линии индикатора код B сейчас развернулись вверх. Видим на графике, снизу вверх двигается Транскорд, волна моментума тоже наверху, активный денежный поток у нас сейчас бычий. Ну, если говорить о том, что в ближайшее время, там на 1-2 месяца, если импульс сохраняется, то рынок уже только тогда войдет в зону повышенного риска, конечно, на откат и консолидацию. Это будет пробой 6100, если произойдет, откроет к новому максимуму, а если откатимся, то перекупленность, скажем так, по индикатору потребует нам коррекционного движения. Но стоит тоже учитывать, что сейчас вот именно эта зона может как раз таки ею стать. Но если откат, то это к ближайшим экспоненциальным средним скользящим 5
5730, у нас 5740, здесь это 13-25 ИМА, ну и средняя граница канала тоже выступает сильной поддержкой, как я уже сказал, там 50 экспоненциальная среднескользящая оранжевая кривая и у нас 5632 пункта там выступает в качестве поддержки. В целом S&P 500 выглядит достаточно позитивно для того, чтобы продолжить рост. Давайте сразу же посмотрим на индекс доллара США. Я говорил о том, что он находится под давлением, сейчас на графике это видно. Тоже посмотрим его на недельном таймфрейме. Ну и посмотрите, сейчас по сути, да, если говорить о price action, то у нас после отскока мы видим, что индикатор код A, да, его алгоритм sequential завершил движение на отметке 97-92. После этого произошел отскок в район 200 экспоненциальной среднескользящей. Все они на недельке находятся наверху, то есть выступают в качестве сопротивления. Ну и давление продолжилось. Сейчас давление активно у нижней границы канала, большого канала, мы видим его. То есть отсюда отскок еще раз может произойти. 100 выступает в качестве сопротивления и ближайшее сопротивление предыдущий дневной хай. Вот мы его здесь видим, отметка 99,50 по данному индексному показателю. Если также рассматривать в ближайшей перспективе, наверное, можно также отметить, что давление продолжится. Ключевые поддержки мы с вами видим. 98-97 сейчас у нас выступает нижняя граница канала. 97 это нулевка, минимальная цена, которую достигли в этом медвежьем давлении на недельном таймфрейме. Ну и по сути, если это давление продолжится, это, конечно, благоприятно сыграет на товарно-сырьевой рынок, на акции, ну и, конечно, на рынок криптовалют. Обратная корреляция индекса доллара США с криптовалютным рынком и в целом с фондовым рынком у нас по-прежнему сохраняется. Помимо этого, сопротивление у нас также 200 находится на отметке 102, ну и дальше зона справедливой цены, и здесь 0,5 FIBA 104. Ну, пока рассматривать движение туда достаточно рано, мы видим, что по коду B у нас активная медвежья динамика все еще присутствует, и медвежий денежный поток в целом является тому подтверждением. Также и трендовый индикатор Trend Score, это вот эта ломаная кривая, тоже находится внизу. То есть давление на индекс доллара США продолжается. Ну и прежде чем мы перейдем полноценно рассматривать наш рынок криптовалют, посмотрим биткоин, посмотрим доминацию и потенциал развития событий на рынке альткоинов, также посмотрим эфир, я бы в первую очередь хотел бы описать общую картину того, что происходит. Если мы с вами сейчас посмотрим на прошлый месяц, май, то мы видим, что рынок завершил движение достижением новых максимумов, то есть отметки 112 тысяч долларов за один биткоин. Фактически рост продолжался с отметки примерно в 94 тысячи в начале месяца. По сути, это показывает устойчивый спрос со стороны институциональных инвесторов, поскольку они сейчас формируют повестку, то есть те самые биткоин ETF. Но несмотря на эти внушительные цифры, большинство аналитиков говорят о том, что есть признаки замедления ликвидности и достаточно большая необходимость умеренного подхода к ожиданиям, которые могут быть. Основной импульс обеспечили, конечно, потоки капитала, которые были у нас регулируемых инструментов, то есть чистый приток в биткоин ETF за месяц составил 5,2 миллиарда, доведя совокупный объем до 44,3 миллиардов. При этом интерес к биткоину со стороны компаний тоже не остался незамеченным. Например, та же самая Trump Media и Technology Group заявила о намерении сформировать публичный биткоин-резерв объемом в 2,5 миллиарда, один из крупнейших в сегменте. На фоне этого интерес цены достиг пика в мае 22 числа. Цена скорректировалась до 104 тысяч, частично фиксировалась прибыль. И в целом, если говорить технически, то биткоин пробил среднесрочный нисходящий тренд и вошел в диапазон высокоуровневой консолидации. Мы с вами можем видеть это пробитие сейчас на графике 4-часового таймфрейма. По сути, это зона, где капитал работает уже, скажем так, по-взрослому. Биткоин остается ядром крипторынка, и пока ни один альтернативный актив не смог оттянуть на себя достаточно ликвидности в серьезном объеме, чтобы как-то изменить ситуацию. Доля биткоина на рынке, биткоин-доминация выросла до 65%. Технический тренд в доминации усиливается. Мы сейчас с вами более подробно это посмотрим. Также стоит обратить внимание, что июнь месяц такой повторной проверки на прочность обычно, да, и если говорить о том, что нет альтсезона на сегодняшний день, то можно предположить, что июль останется таковым, а в августе мы с вами можем увидеть некоторое остывание перед возможным достаточно хорошим забегом в сентябре. Об этом мы тоже сейчас поговорим. Стоит также обратить внимание, что один из ключевых сдерживающих факторов снижения активности в сегменте, например, стейблкоинов,
также влияет на рынок, в отличие от ситуации в ноябре 2024 года. Параллельно с ростом биткоина на рынок пришло более 14 миллиардов в стейблах. То есть на сегодняшний день снижение притока происходит вот в стейблах основных двух и в их аналогах. Ликвидность не уходит, но и не нарастает. Это требует дополнительно внимательного наблюдения, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Ну, давайте сейчас вот уже на графике, в первую очередь, прежде чем начнем смотреть, обратим внимание на биткоин ETF. Видим, да, какие притоки были в последнее время, и оттоки произошли только вот уже в последние месяцы мая, а сейчас в июне мы снова видим, все это восстановилось, и глобально у нас 44,3 общий приход за последнее время, то есть достаточно мощно. С точки зрения эфира, здесь тоже последнее время только лишь приток. Посмотрите, с 21 мая по 6 июня ни одного оттока. Эфир продолжает консолидироваться, тотально пришло достаточно много, 3,3. Я думаю, что для эфира это хорошая новость, стоит на это тоже обратить внимание и учитывать в своих инвестиционных стратегиях. Теперь, если мы говорим о биткоине, сразу посмотрим дневной таймфрейм. Мы видим с вами, что сейчас идет попытка дотянуться до отметки 109, то есть мы с вами об этом говорили, 107 прорвали. То есть если 105 800 мы прорывали и удерживались выше, дальше отметка была 109, 112, 114. То есть это было в телеграм-канале. Кстати, если вы еще не подписаны на телеграм-канал, то обязательно подпишитесь. Также есть у нас телеграм-чат, там можно обсуждать все последние новости, которые есть, и также делиться мнением относительно крипторынка и в целом техническим анализом. Значит, видим прорыв 107,5 и потенциал в 109 у нас сейчас сохраняется. На 4 часах мы тоже видим лонговую историю. Также об этом сценарии в телеграм-канале на прошлой неделе публиковались посты. Сейчас идет попытка закрепиться выше зоны ликвидности. То есть вот здесь она была 106 800. Идет фитилем свечи Хайконеши на 4 часах прорыв. Канал вырвали, возможен ретест. Это стоит учитывать всегда. Предыдущий дневной лой 104 400. То есть ретест может быть. Попытка его была, но достаточно слабенько. Если нет, прорыв зоны состоится, то увидим 108 800, 109. То, о чем мы говорили, здесь начинается новая медвежья ликвидность. Код B также показывает у нас рост. В целом потенциал достаточно хороший. По сути, мне кажется, что биткоин уже перешел в некую фазу восстановления к зоне предыдущего хая. То есть fair price находится в поддержке. В коде B видим, что хоть и денежный поток достаточно слабенько, но устойчивое направление пока нам определяется как лонговое. Если посмотреть, давайте объем сейчас глянем, что у нас по объему на 4 часах. Он у нас прирастает на дневном таймфрейме. Он у нас достаточно небольшой, но в целом пока все еще бычий. Я думаю, что у нас есть возможность увидеть с вами забег в зону выше 112. Потенциал такой у нас с вами есть. И как минимум у нас есть еще почти 2 месяца до наступления такого месяца стагнации, августа. Дневной таймфрейм нам тоже говорит о том, что мы далеко не ушли в медвежью зону. Посмотрите, трендскор не спустился, поскольку денежный поток сохраняется бычий, и мы все еще находимся в бычьей динамике. Как я уже сказал, осторожность стоит проявлять. Есть некая такая перегретость в сантименте, в информационном поле. Стоит на это обращать внимание. Также стоит обратить внимание на то, что происходит в опционах. Посмотрите сейчас. Очень большой забег в опционах сейчас по колам, то есть трейдеры закладываются на рост у нас на отметке 110, у нас закладываются на рост вообще колоссальный объем на отметке 115, дальше чуть менее объем 115 и более чем на отметку 110 у нас трейдеры закладываются 120, та цифра, о которой я говорю последние несколько месяцев, и, конечно, сейчас уже при том, что у нас проявляются такие более бычьи настроения в целом на рынке видны. Рынок закладывается в том числе и на отметку 140. Здесь также стоит учитывать временные периоды, в которых рынок определяет этот рост. Ну, ближайший это конец месяца, это конец июня. Дальше такое более послабление. И следующее уже достаточно большой интерес у нас на сентябрь. То есть июнь-июль, ну вот видим июнь, июль, и следующий у нас сентябрь, уже к декабрю уже такое осцевание, ну а в следующий год, к марту, это уже рассматривать, думаю, сейчас не стоит. Если говорить об открытом интересе, то он у нас сейчас с вами уже находится, значит, в небольшом росте. Вот здесь было падение, то есть у нас максимального пика открытого интереса мы достигли 30 мая, после чего падение было у нас, ну, самая минимальная точка открытого интереса мы видели с вами в начале месяца, и сейчас начинается продолжающийся рост. Прямо вот если по дням смотреть, открытый интерес начинает потихонечку прирастать. Стоит также обратить внимание в целом и на карту ликвидации в ближайшие периоды, то есть за 24 часа самая основная
зона, где может быть сосредоточена, вернее, не где может быть, а где уже показана на данном чарте сосредоточенная ликвидность, в которую мы можем потянуться, это 107 600, вот отсюда могут быть ликвидации. Самая большая, следующая уже на отметке 108 с половиной, то есть 108 500, 108 600, что мы с вами, ну, как бы увидели на графике. Туда, где мы на 4-часовом таймфрейме, где у нас сосредоточена ликвидность. Мы видели код SM, нам ее подрисовывал. Вот она, 108 600, 108 500, как раз таки нижняя граница этой ликвидности. Отсюда можем отвалиться, может быть коррекционный отстой. Стоит это тоже в своих трейдах учитывать. Также стоит обратить внимание, и что у нас происходит в опционах по S&P 500. Ближайшая самая большая зона экспирации у нас находится вот здесь, 20 июня. И точка боли у нас обозначена на 5545. Тоже обязательно учитывайте это в своих трейдах. Ну а индикатор золотого сечения, один из моих любимых, по-прежнему показывает, что мы тянемся в зону аккумуляции на отметку. Сейчас она уже 130. Показывается, верхняя граница у нас 164, то есть потенциал есть, но в меньшей степени, в большей степени потенциал увидеть 130. Ну и также в поддержке у нас сейчас выступает самая главная зона, 350-дневная цены биткоина, 82, ниже нее, я думаю, мы видим с вами уже медвежий рынок. Ну а выше это уже зона перекупленности, 130 это уже зона аккумуляции, здесь стоит это тоже учитывать. Ну и видим, что цена сейчас находится в середине, в раздумьях рынок находится с большим потенциалом для бычьего движения. Также давайте посмотрим, обещал показать, что у нас происходит сейчас по нашим алгоритмам. Терминал у нас в последних прогнозах показывал тоже лонги на дневном таймфрейме. На больших таймфреймах, на недельных у нас шорты. Значит, видим лонг, можем посмотреть, что описано здесь. На основе анализа с вероятностью 75% алгоритмы наши видят, что будет рост, наши модели искусственного интеллекта видят рост. Можем посмотреть, также запросить эфир у наших моделей. Вот такая вот структура, есть некая разнонаправленность, но больше намекает на то, что будет лонг на дневном таймфрейме. Давайте посмотрим обзор. Да, эфир тоже показывает лонг, 85% вероятности, что в ближайшие дни у нас может быть, ну, есть признаки накопления, и с учетом методов Вайкофа, и мы видим, что у нас есть, согласно прогнозам моделей, наибольшую вероятность показала модель LLM Score, 85%, есть потенциал для роста цены. Это то, что показывает сейчас терминал. Трейдеры пока не включены. Более подробно об этом проекте я расскажу потом. Можем еще глянуть, например, Solana, посмотреть, что по Solana. Тоже в большей степени мы видим с вами рост. Можно даже обозначить вот такую кривую, чтобы было удобно. Да, есть потенциал для роста по Solana. Ну и в обзоре Solana тоже показывает с меньшей, правда, вероятностью, с 70% вероятностью показывает, что у нас, учитывая фазу накопления по Вайкофу, уровне Фибоначчи, можно ожидать роста цены до уровня 157.56. Ну, то есть локально, у нас прогнозы идут локально для трейдов, мы можем ожидать, что цена может прирасти с вероятностью в 70%. Ну и раз уж мы стали смотреть с вами альткоины, давайте посмотрим на доминацию биткоина. Давайте сразу посмотрим на нее на недельном таймфрейме. Мы видим большой параллельный канал. Доминация продолжает прирастать. Пробили середину, среднюю границу этого большого канала по доминации. Если мы видим с вами такое движение, то у нас есть потенциал, конечно, скорректироваться к нижней зоне ликвидности, примерно на середину этого канала. Но в целом, если говорить о структуре, то цена продолжает двигаться уже достаточно давно в этом канале. Сейчас цена подошла к зоне Week High. Мы видим тоже с вами на графике. И с точки зрения индикаторов Index Rate Code мы с вами видим, что цена находится в зоне перекупленности. Видим, что активный денежный поток находится в бычьей динамике. Видим наверху практически все кривые и моментум, и стохастика RSI. У него есть еще потенциал подвигаться. Трендскор уже глубоко в бычьей динамике. Поэтому перекупленность, конечно, присутствует. Но я думаю, что если говорить о выводах того, что мы видим на графике, то остается устойчивый бычий тренд, подтвержден практически всеми нашими индикаторами. Экспоненциальная среднескользящая сетка MA-Ribbon находится тоже внизу. Признаков разворота пока не видно, биткоин доминирует и, скорее всего, будет продолжать это делать и поглощать ликвидность на рынке. Но вблизи отметки 65-68, да, вот видим 68, вот 68, 65 он сейчас с нижней границы, но вот week high, да, 65-68. Вот здесь могут быть коррекционные движения, что может придать некий отстрел на рынке альткоинов. Но пока, с учетом того, как двигается доминация, в ближайшей перспективе, по крайней мере, намеков на то, что будет альтсезон,
нет. Ну и в продолжении того, что мы с вами видели на платформе терминал, то есть вероятность того, что мы все-таки увидим лонги на дневном таймфрейме, и машки все находятся внизу сеткой MA-Ribbon, есть консолидация, видите, есть период накопления по эфиру, в целом завершается уже, есть, конечно, еще вариант подвигаться, но видим, что давно уже параболик SAR находится в медвежьей зоне, и в большей степени, наверное, если также посмотрите на код B, мы видим активный бычий денежный поток, есть заворот по волнам. Есть вариант, что можем отстрелить чуть пониже, но RSI, стохастик толкает нас вверх, и я думаю, что у нас будет попытка прорваться через ликвидность, а ликвидности здесь очень много. То есть, во-первых, средняя граница канала, мы видим ее, и выше нее начинается бычья ликвидность уже от здесь 2,550 и выше 2,600, и зона справедливой цены, которую необходимо пройти на отметке 2,750, прежде чем мы увидим уже очень хороший рост с потенциалом движения в зону 3000. Если посмотреть также на 4 часах, мы сейчас пытаемся прорваться через зону справедливой цены свечкой. Видим, параболик медвежий тоже завершился. Есть разворот по индикатору Хала, алгоритму Хала. При этом все еще сохраняется денежный поток медвежий. Если говорить и оценивать все, то глобально, да, то можно сказать, что эфир демонстрирует признаки разворота после краткосрочного снижения, но ему требуется подтверждение объемом, в том числе, пока объем достаточно малый, слабый. Этого подтверждения нет, но признаки есть того, что эфир все-таки в ближайшие дни может попытаться отработать лонги, и, как мы уже сказали на прогнозе наших алгоритмов, то, что в ближайшие дни у нас есть вариант потолкаться повыше. Вот на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел данный обзор до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями. Это очень важно, это дает стимул для того, чтобы делать такие обзоры. Стараться делать как можно чаще. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Ну, а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем хороших продолжающихся праздников на территории Российской Федерации. День России скоро. Всех поздравляю с этим большим праздником. Ну и до новых встреч.